Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео, оказались на канале Таро Немо. Таро расклад «Что или кто?» появится неожиданно. Вы поставили в чем-то точку, а оказалось, продолжение следует, а оказалось все иначе. Возможно, вы приняли какое-то для себя важное решение, и это для кого-то могло произойти, может быть, недели тому назад, да, для кого-то и месяцы, возможно, и годы. Так сложились обстоятельства, так сложились какие-то события или новости. И вам было, может быть, так даже где-то легче морально, или легче, ну, где-то в чувствах, да, когда вы для себя, вот есть моя траектория, хорошо, вы как себя заставили где-то направиться по одному пути. И этот расклад я делаю отчасти с учетом планетарных транзитов, когда мы с вами проживаем именно в то время, когда, знаете, реальность словно преломляется, дает нам вроде бы возможность осуществить то, о чем мы мечтали когда-то. И это может быть связано как и с людьми, и это может быть связано даже с деловыми какими-то вашими предпочтениями прежде. Но вот то, от чего вы прежде, возможно, именно вынуждены были отказаться в той или иной мере или в той или иной концепции, нам сейчас судьба может подарить вот такое дежавю. Поэтому давайте с вами узнаем, что или кто появится неожиданно. И именно с учетом того, что вы когда-то уже для себя пересмотрели. И, конечно, наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. А мы будем с вами делать сигнификацию и рассматривать карты с позиции позитивной психологии здравого смысла. Карта мага. Ну, что тут скажешь? Тут вы, видимо, ваше становление как мага. Маг – великий практик. Это тот человек, который понимает, что есть много моих желаний. Вот очень в тему выпадает эта первая карта, когда вынужден отказаться. Вынужден человек отказаться, а реальность другая, она заставляет. И он ведь реалист, мы говорим. Это ни разу не про магию. Это, да, про ту, наверное, адаптивность, когда мы можем именно приспособиться даже к каким-то жизненным ситуациям, коллизиям, сложностям, когда вообще все переворачивается с ног на голову. И тем не менее, даже в этом сложном периоде мы как с колен способны подняться. Какая еще у нас сигнификация? Это может быть тот человек, который в недалеком прошлом начал менять свою работу или вообще изменил вид деятельности совершенно на что-то противоположное. Может быть, даже это то, что когда-то было вашей мечтой. Вы, по крайней мере, могли что-то попробовать, да, и понять, что... А ведь правда, вот у кого-то это совпадет, пусть не для каждого. Я как будто половину своей жизни, может быть, и занимался совсем не теми делами, хотя вы могли быть шикарным специалистом или прекрасным профессионалом, да, в чем-то. И вы понимаете, что в моей жизни, и неважно, какой у вас возраст, мои дорогие, что я здесь все-таки могу еще что-то такое осуществить. У кого-то, кстати, это может касаться вопросов дома, личной жизни. Опять же, неважно, какой возраст. Кто-то мог поставить на себе точку, потому что себе сказать, а у меня возраст, да? Я знаю, что меня разные возрасты смотрят, как и люди молодые, так и люди более чем в зрелом возрасте. Ну, может быть, так судьба как раз и повернулась, что у вас сейчас выстраивается какая-то палитра личной жизни, а вы задаете себе вопросы, а куда это, зачем это мне нужно? И не гоните от себя эту мысль, мои дорогие. Вот значит, вам это по судьбе. Очень такие емкие карты, которые говорят, что даже если у вас сейчас еще на данный момент тысяча каких-то сложностей, но аркан мага дает возможность для вас осуществить свою мечту. Хотя я точно так же и не исключаю по сигнификации, возможно, кто-то думает о конкретном человеке. Может быть, это были долгие взаимоотношения, однако, посмотрите, карта мага, и дальше у нас нулевой аркан. Причем в обратном порядке, да, сначала первый аркан, а потом у нас идет нулевой. И поэтому тут действительно для кого-то совпадут взаимоотношения, когда, может быть, на какой-то период вы прекратили общение. Может быть, даже для кого-то была ситуация, когда вы вообще прожили годы, а потом расстались. Может быть, и был развод. Или когда
была долгая дружба, или тоже, может быть, вы строили планы, а потом это что-то нивелировалось, свелось к нулю. Или по каким-то причинам человек себя повел, ну, вот таким образом, когда планы все разрушил. И я не исключаю, что, может быть, и вы сами от чего-то отказались, правда? Когда вы были инициатором того, чтобы прекратить какие-то отношения. Тогда вот тут будет двояко. И для тех, вот, кстати, если мы так затрагиваем взаимоотношения, то тогда это, знаете, зеркало один и второй, как будто два человека могут отзеркаливать. Но тот период, который вы проходили, да, может быть, прежний период, здесь, сейчас у человека что-то подобное начинается. И он может тоже переосмысливать, а правильно ли я когда-то поступил или поступила. Но а для вас, может быть, совсем недавно какое-то, ну, такое общение возобновилось, или было общение, оно сохранялось, но в последнее время активизировалось, может быть и так, да. Вот что-то подобное для вас. Это, кстати, может быть и неожиданно где-то. Хотя я должна сказать, два старших аркана говорят, скорее всего, о том, что вы предполагали. Может быть, в глубине своей души вы чувствовали, что меня вот с этой ситуацией или с этим человеком, меня еще как судьба столкнет. Точно. Ну, давайте еще узнаем, что у вас расскажут карты. И вам может напоминать то, что происходит сейчас, как повторение пройденного. Или как будто, ну, может быть, и есть внутренний такой страх. Мы не хотим повторить какую-то ошибку, это точно. По 13-му аркану все то, что я сказала, по предыдущим даже, да, здесь трансформируется какая-то история. История взаимоотношений, может быть, даже история любви. Вот подумайте, кому это вот однозначно такая сигнификация нам показывает о взаимодействии. Я допускаю, что это будет у кого-то касаться работы. Вас пригласили туда, откуда, может быть, вы вынуждены были уволиться. Или какая-то ситуация, пусть она будет касаться документов, прежнего взаимодействия, пусть это даже какие-то структуры, или пусть это какие-то чиновники, законы, да, которые поменялись, и то, что было вчера нельзя, сегодня вроде бы как можно. Может быть, вышли какие-то дополнительные, ну, приложения к закону, да, которые иногда существенно видоизменяют саму преамбулу прописанного закона. И есть здесь то, что вы бы когда-то хотели, но вот сейчас вы на выборе. Вы уже готовы действительно были от чего-то отказаться вот от начала до конца, или даже вы уже отказались. И как теперь расценивать все то, что происходит в моей жизни? Ведь я в чем-то поставила точку, ну или поставил. Что еще расскажут? Сомнения, мои дорогие. Не хочется проходить императрице какой-то очень сложный путь. Может быть, когда было очень сложно, когда, ну вот как сама по себе. Мужчины, мои дорогие, перекладывайте на себя, потому что в первую очередь это олицетворение того человека, который именно сам в одиночку осуществил какой-то проект. Или тот, который... Я, кстати, знаю, что среди мужчин есть даже те, которые сами воспитывают детей. И тут и мама, и папа, и маг, и волшебник, ну и все, что полагается, правда? И да, может быть, вы хотите найти именно ту женщину, может быть, она есть где-то в вашем окружении или в вашем внимании, может быть, и начинались какие-то отношения. Но вы все равно сейчас оцениваете с позиции не просто, когда вам хорошо, а тогда очень много той ответственности лично вашей перед кем-то, перед близкими, и вы понимаете, или перед детьми, что, ну, есть какие-то факторы, которые вам нужно учитывать. Может быть, и есть волнение, да, что я сейчас, я не могу как будто бы так вот кинуться навстречу каким-то возможностям, потому что есть те факторы, которые меня сдерживают. И не просто вопрос состоит в том, чего лично я хотел бы или хотела бы, а есть для кого-то и для девочек, мои дорогие, тут тоже есть дети. А есть тот компонент, когда приходится продумывать свою траекторию, чтобы ну, свою ресурсность, может быть, в виде помощи применить
или к детям, или к тем, кого вы любите, но они от вас пока зависят. Вот и такой может быть компонент. Но все же аркан императрицы – это статусная карта, мои дорогие. Вот вы можете даже чувствовать, что ваш статус вот-вот изменится. Статус может быть и по работе, но, скорее всего, вот смотрите, тут какие-то очень сложные сомнения. Вот вся в сомнениях от императрица. И если мы так рассмотрим по карте, что за спиной, да, как бы, и да, был уход, был разрыв, было прекращение какой-то истории, неважно, у кого отношения, у кого документы, у кого тут работа. Причем, может быть, это было расценено как предательство, и вам предстояло еще пройти какой-то очень сложный путь, когда, ну, тут даже, знаете, как восстановиться эмоционально было очень сложно. Словно весь мир потух в один момент. Вот что-то такое очень серьезное вы пережили. И вы сейчас себя бережете буквально, оберегаете хотя бы, чтобы не попасть снова в эту западню. И явно тут идет, вот смотрите, и вновь маг. То есть тут какая-то история возвращается, и мы не можем это отменить. Мы совершенно не человека, не можем отменить это все не случайно. Или даже обстоятельства вокруг вас. Не нужно себя корить, ругать. Вы более чем выстояли. У меня сильные люди, это правда, на самом деле так. Но, может быть, кто-то подводит или совершает сейчас работу над ошибками, именно работу над ошибками, над своими собственными. И значит, как и люди, в вашу жизнь возвращаются не случайно, так и те ситуации, с которыми вы прежде сталкивались, вам нужно как бы подвести к логическому знаменателю. Скорее всего, поэтому вы смотрите видео, потому что пытаетесь просчитать, окей, а что же будет дальше? Вот давайте будем узнавать с вами. Что или кто появится и еще неожиданно, или будет развиваться какая-то история. И в конечном-то итоге, что же будет дальше? Вот если наша сигнификация. Мини-расклад подходит вам, поэтому давайте будем смотреть, что же вас ожидает в будущем. И именно с позиции «что» или «кто» появится неожиданно. Какие неожиданности вообще идут в вашу жизнь, с чем они связаны или с конкретным человеком, с кем. Что или кто появится неожиданно. Сомнения, они никуда не денутся, мои дорогие. Эти сомнения как будто увеличатся. Сомнения могут быть, как и восьмерка пентаклей. Стоит ли продолжать эти отношения, работать, потому что, да, это карта работы, рутины. Но мы будем говорить, для кого, может быть, человек семейный или та история, которая очень долгое время продолжалась, но закончилась каким-то фиаско. И вот теперь остались только грустные мысли и абсолютное неверие кому-то. Именно вы не верите в какого-то человека, не верите в его способности, не верите в то, что он вообще может осуществить что-то доброе, может быть, в ваш адрес. Ну, потому что очень сложный путь, да, вот этот последний ряд вашей сигнификации, как раз где присутствовала карта императрица, но в окружении, ну, такого разного негатива, да, ну, как будто все в одном ряду у нас собралось. Действительно, период выстоять у вас прошел, и вы сами себе еще раз такого не желаете. И, может быть, спрашиваете, что мне бы не хотелось, может быть, столкнуться, пережить что-то подобное и еще раз, или вы как себе обет дали, зарок, если что-то подобное будет происходить, я себя буду сохранять. Вот вы себя сейчас точно готовы сохранять. Но, видимо, понимая, что если человек, к примеру, конкретно возвращается, над отношениями нужно работать. Но точно так же, если мы говорим по работе какая-то ситуация, или это связано конкретно с деньгами, с вашим творчеством, с вашим бизнесом, то, что вы тоже, возможно, о чем-то раньше мечтали, вот сейчас оно в той или иной мере, оно почему-то складывается для вас в такую цепочку развития событий, когда следует одно, потом второе, потом, может быть, еще какая-то новость, и отдаленно вам напоминает, может быть, или ваше желание, или вашу мечту. Ведь всегда дополняет как раз у нас аркан справедливости, это карта кармы, карта судьбы, причины и следствия. И все не случайно. Тебе именно сейчас что или кто появится неожиданно. Тот, кого ты знаешь. Та история, которая тебе, в общем-то, тоже знакома. И всегда эта карта говорит,
Если ты сделал все хорошо, то тогда это в твой адрес, как высшие силы тебе помогают. Прежде ты не мог что-то осуществить, значит, здесь будет, как знаете, словно судьба расчищает путь. Но мы все разные. Вы тоже можете столкнуться с такой ситуацией, когда вам, как судьба, дает возможность исправить ошибки прошлого. Что или кто появится неожиданно. Десятка мечей. Все-таки есть то, что мы должны изящно завершить. Причем для кого-то из вас есть такое возвращение чего-либо или кого-либо. Нам конкретно карты не показали. Нам показали просто сам процесс, который по судьбе. И здесь не будет даже завершаться что-то быстро. Здесь, скорее всего, может быть и возврат какой-то присутствует в вашей жизни, или вы сами что-то, кого-либо будете возвращать. Но тогда приготовьтесь, мои дорогие, что вам придется какую-то траекторию по времени пройти. Потому что итоги вы тоже не подведете, знаете, как за пару дней, за пару недель. Нет, скорее всего, тут будет что-то длиться даже месяцы. Для кого-то из вас, вот опять же, что или кто появится неожиданно. Продолжают историю, опять же, пятерка кубков. Ну, как бы карта разочарования того, что у нас прежде что-то не получилось. Вполне вероятно, для вас это будет даже касаться какой-то денежной ситуации или рабочей, мои дорогие, аркан императором. И вы, может быть, сталкивались кто-то по работе, когда вы вынуждены даже были уволиться из-за конфликта с руководителем. Кто-то, может быть, расстался по части личной жизни с человеком, все-таки император. В шутку иногда я говорю, есть два мнения, мое и неправильное. Вот, может быть, это вот вообще две карты, которые могут свидетельствовать о людях, что, быть может, для кого-то из вас была страстная любовь, мои дорогие. И человек был, может быть, готов продолжать отношения, но ровно так, как он этого хотел. А вот как он не хотел, и, кстати, он был уверен. Вот у вас что или кто появится неожиданно, император. Тут действительно появляется то лицо, которого вы знаете, и ничего хорошего, кроме плохого, от него не ждете. Но вот такой у нас расклад. Хотя у вас, скорее всего, по верхним картам, были совместные планы. У кого-то было долгое проживание. Опять же, у кого-то мог быть брак и оформленные отношения. Поэтому, возможно, человек и был уверен, никуда ты не денешься. Или пусть это руководитель, да, или какой-то проект. Тогда тоже был уверен, а куда ты денешься? Никуда. Тут у нас карта закона и порядка вверху буквально. То есть человек более чем был самоуверен, а все вышло не так. Тут кто-то не просчитал вас или был уверен, представлял вас, мои дорогие. И пусть это работа, я уже не буду оговариваться, вы просто перекладываете на ту сферу жизни наш расклад, где вот он у вас проигрывается максимально. Так вот, от вас другой человек, оппонент, не мог предположить, что вы, как знаете, резко сменили походку или условно свою траекторию, потому что где-то погубила конкретную персону вот эта самоуверенность. Точно. И сам человек оказался, он хотел, может быть, отчасти провзаимодействовать так с вами, что это вы, несмотря на сожаление, на внутренний эмоциональный такое разрушение или дискомфорт как минимум, вы все-таки будете вынуждены согласиться. Я могу предположить, что человек, ну, может быть, даже очень ресурсный. Может быть, был уверен, что вы из-за денег, из-за страха потерять какую-то финансовую стабильность не поступите именно так, как вы поступили. Вышло все совсем наоборот. И вот действительно зеркало одного и другого. И пусть это связано даже с вопросами по работе. Значит, там или в организации, или с конкретной персоной сейчас тоже что-то происходит, пусть по законам, когда возвращают вам какую-то возможность, сама судьба. И именно потому, что сейчас в жизни вот той персоны происходят ровно те перемены, которые когда-то пережили вы, мои дорогие. У нас на дне колоды королева мечей. И кто-то из вас, может быть, вынужден был превратиться вот в такую королеву воина, потому что, ну, судьба как поставила перед какими-то рамками одновременно и границами, создавая эти границы. Может быть, вы долгое время шли для того, чтобы как раз
преодолеть эти границы. Или понимая, что сначала мне нужно себя как сохранить, или набраться сил, может быть, и так, прежде чем вы как какой-то реванш возьмете, вполне вероятно. Вас жизнь научилась, ну, холодно мыслить. И это дважды, потому что выпадает карта отшельника. И здесь человек мог оказаться как в отшельнике, в одиночестве. И сейчас, скорее всего, он вспоминает, причем много раз вспоминает, я могу сказать, каждый день. Может быть, думает о том, а что же произошло. И, может быть, даже не знает, на какой стриженной козе, я надеюсь, все правильно понимают мой сленг, к вам подъехать, потому что, или с вами договориться, потому что королева мечей. Отрезала так отрезала. Сказала нет так нет. Это, знаете, сродни, если император, есть мое мнение, и неправильное, да, но и королева мечей. Ее как жизнь научила. Это, знаете, как если я сказала стрижена, то брита не будет. Нашла коса на камень. Что или кто появится неожиданно? Мне хочется спросить, в какой же концепции, в каком контексте появится вот это либо человек, либо для вас, но вот та история, которая для вас знакома. Вы услышите совсем скоро какую-то новость. Для вас это будет означать, что вас что-то как зацепит, вам будет интересно. Почему? На какой-то процент вы для себя увидите плюс. Но для этого вам как будто, может быть, мы пока не знаем, может быть, это такая своеобразная игра, может быть, это конкретный человек пытается найти новые методы взаимодействия с вами. Ему не просто, потому что королева мечей у нас была на дне колоды, а ему сейчас в отшельнике, ну, прямо скажем, тоже не сладко. Но вот как-то так продумать, да, и может быть не обязательно в отшельнике. Тут ведь разные ситуации. Может быть даже у человека там сложилась новая история любви, если мы берем именно взаимоотношения, личную жизнь. Но там нет счастья, посмотрите, нет. Здесь все как-то очень грустно. И вот эти воспоминания, когда он играл первую скрипку, ну или пусть она, да, там уже перекладывайте на себя, вы понимаете, что вот, да, для него сейчас, ну, может быть, и наступает такой час возмездия. Опять же, вверху у нас аркан справедливость, причина и следствие. И вы и раньше могли предположить, что пройдет какое-то время, но сведет судьба. Каким-то образом нам все равно придется еще выстраивать концепцию, ну, может быть, даже дружбы. Или дружбы нет, но какого-то миролюбивого союза или сотрудничества, да, ну, консенсус сам по себе. И вот теперь для вас то, с чем в вашу жизнь приходит человек, тем не менее вас заставляет еще раз задуматься. И вроде бы умеет он вас так зацепить, потому что вы как будто из прошлого, но не полностью забрали свое. И человек, скорее всего, очень объективно это понимает. Он умеет, все-таки император, умеет мыслить хладнокровно. И вот тогда приготовьтесь, мои дорогие, что вам будет что-то предложено такое, от чего вам будет сложно отказаться. Причем этот выбор будет очень сложный, потому как есть ведь риск, мои дорогие. И вот он, пожалуйста, этот выбор. Словно с завязанными глазами нужно сделать этот выбор сердцем, душой, но и не хочется себе навредить. Скоро совсем у вас произойдет, но все-таки я больше вижу, может быть, какая-то важная встреча. Или вы будете в договоренностях уже, ну, программировать эту встречу, или планировать. Или, возможно, у кого-то совпадет так, что человек какой-то, ну, может быть, вы слышите новость, предложение или видите некоторую активность. Это может быть вам предложено куда-то переместиться и как место встречи. Изменить нельзя, да? Но место встречи изменить нельзя, может быть, точно так же с обратной стороны, когда человек понимает, что, ага, ты ко мне не едешь, окей, поеду я. Будьте к этому готовы. У кого-то даже так может проиграться. Я точно так же не исключаю, что для кого-то все-таки сколько судеб, столько и каких-то коллизий жизненных, правда? У кого-то может проиграться, что не просто интерес, который касается эмоциональной сферы, все же у нас, обратите внимание, если и кубковые карты выпали, то только с позиции минуса, как ни странно. И поэтому мы ведь смотрим на вас,
а нет никаких эмоций. Все эмоции уже как будто императрица пережила раньше. Уже все и отболело, и отгорело. Тут скорее вы готовы, может быть, что чем-то воспользоваться, что для вас может быть просто полезным. А вот играть в чью-то игру, или даже самой, может быть, или самому составлять эту игру, ну, как-то я не вижу, что есть желание. Скорее, вас сейчас может больше интересовать именно финансовая какая-то история или ваши интересы, которые касаются финансов. И, может быть, это будет именно связано с предложениями. Ну, вот даже если работу мы говорим, как релокация офиса, в одном филиале, может быть, был один руководитель, а может быть, есть какая-то более высокая организация, которая вам тоже может как вернуть прошлую историю и сказать, что а давай вот ты попробуй себя вот в таком деле, или давай ты попробуешь в новом филиале, да, а мы тебе предложим вот такую должность. Вот что-то такое тоже ведь у вас может происходить. Но есть ваш интерес, правда, мои дорогие, и он будет, и где-то на этом интересе будут играть конкретные люди, конкретные персоны. Что или кто появится неожиданно в ближайшее время. Сам кубок неожиданно появляется. Причем это, знаете, появляется как какая-то радость, точно. Тут карта шанса выпадает. Но вот посмотрите, мы как будто отвыкли, мы уже не ждем. У нас уже закончились эмоции. Эта карта иногда говорит об усталости. И вот так из ниоткуда нам рука подает кубок, а человек совершенно спокойно смотрит. Ну, появился и ладно. Да, эта карта говорит, не упусти. И рядом карта шанса, возможностей, туз пентаклей. И говорит, что да, на какой-то процент у тебя, ну, как удача пытается войти на твой порог. Но это ведь, знаете, начало-начал. Здесь нет гарантии. Здесь сам по себе только шанс. А мы внутренне к этому не готовы. Вот приготовьтесь к тому, что или кто появится неожиданно. Сообщение, человек с каким-то решением или предложение, пусть это у кого-то по работе. Вы можете удивиться, но вас это, оно вроде бы приятно слышать, приятно видеть. Где-то, может быть, ну, так это тешит, наше гладит самолюбие, да. Но сказать, что это эмоционально цепляет, нет, вообще никак. По четверке кубков мы как будто глухи уже становимся, как будто утратили способность радоваться искренне. Вот как-то непросто, факт, мои дорогие, потому что вы ждете подвоха. И если мы говорим иногда забрать свое, вот вам как будто судьба будет действительно возвращать ту историю, которая прежде была у вас со знаком минус. Нам придется что-то переиграть. Причем действовать как-то мудро, действовать более осторожно, мои дорогие. И при этом себе не допускать риска. И постоянно, знаете, контролировать, может быть, что говорят люди вокруг вас. Или что говорит конкретный человек, а что он делает. Вот, наверное, для вас воспользоваться шансом вам самим придется что-то среднее между мудростью и хитростью. Ну, вот такой у нас расклад. Потому что тут будет кто-то пытаться вас снова, вновь накормить завтраками или как будто погрузить в какой-то процесс ожидания, по крайней мере, именно будут воздействовать на ваши эмоции, мои дорогие. Будьте к этому готовы. Мы, конечно, все разные. И кто-то может конкретному человеку, ну, это, знаете, в разговоре, как подыграть, сказать, что, ну, хорошо, допустим, я подумаю. Или отвечать вы даже можете кому-то типа взаимностью. Вот я, кстати, такого не исключаю. Но что будет проходить в вашей душе, это будет постоянная аналитика той прежней истории, которая была у вас разочарованиями или была связана с предательством или с каким-то резким прекращением, когда в один момент рухнуло все, прекращением отношений или, ну, как, знаете, словно трансформация, которую вы вынуждены были пройти, она для вас в один момент, может быть, наступила. И прозреть тоже пришлось. Поэтому вот у вас, если что, смотрите, если что в вашей жизни остается такое теплое, ясное, понятное, это только две карты материализма, увы. Туз пентаклей и девятка пентаклей. Но, может быть, вы понимаете, что обстановка, которая вокруг вас, например, да, или вы имеете свой личный интерес, допустим, именно по работе, как дополнительный заработок, может быть и так.
И с точки зрения того, что один доход, допустим, хорошо, а два еще лучше. И вы ищете как раз вариант такой запасной. И предполагаете, что что-то будет меняться. Поэтому вы именно из-за предположения, что что-то будет меняться, вы можете рассматривать тот вариант, который будет связан либо с возвращением человека, либо с возвращением, ну, может быть, как какой-то прежней истории, потому что для вас это, ну, в каком-то проценте дается новая стабильность. Но сказать, что это эмоции какие-то как-то вас радуют, или сказать, что вас это, знаете, как захватило полностью, я не могу. Скорее вы настроены на то, чтобы обойти какие-то острые углы и не попасться на удочку. Еще раз. Вот не говорят нам карты, так что же там и кто появится неожиданно. Но в центре у нас, конечно, император и аркан справедливость. Вот как будто эта ситуация по судьбе, и мы от нее не уйдем. Давайте еще спросим, что или кто появится неожиданно в ближайшее время. А вот и правда, тут может быть, знаете, как непонятный какой-то сюжет, когда шаг вперед и два шага назад. И да, правда, тут какая-то история у вас будет продолжаться, которая, вы вроде на нее согласитесь, но будете в то же время, вот она, императрица, мои дорогие. И причем в среднем ряду, посмотрите, между императрицей и императором, между двумя людьми, очень такими ресурсными людьми, людьми, которые знают себе цену, которые и сами-то по себе в одиночку могут жить прекрасно, как ни странно, преодолевать какие-то сложности, но их разделяет карта выбора, хитрости и обмана. И причем тут может, знаете как, может быть и один, и второй говорил правду. Может быть были какие-то предпосылки к тому, что какую-то историю можно было предугадать. Но, видимо, ни один, ни второй на тот момент не собирался действовать так, как требовалась ситуация, к примеру. А именно видели свои предпочтения, свои приоритеты. Я такого не исключаю. В итоге прямо бездна какая-то между людьми. Но именно по этому вопросу и появляется какая-то новая тема, новая возможность, которая, тем не менее, для вас... Ну, я вижу рядом с императрицей у нас рыцарь кубков, поэтому я уже говорила, будьте готовы, что где-то через ваши эмоции человек будет пытаться, ну, может быть, это основной метод, воздействовать на вас. Что-то вам будет так или иначе приятно, что или кто появится неожиданно. Дополняет эту историю еще и аркан влюбленные. И, наверное, в нашем раскладе больше он... Я так вижу, даже я допускаю много пентаклевых карт, есть тут какой-то интерес финансовый, денежный, может быть, это вопросы дома у кого-то тоже, да, все можем свести к имуществу, да, тоже где-то финансы. Но вот эта ситуация выбора такого сложного, который не случился раньше, но, может быть, вот именно вот это дежавю. Это тот выбор, который был прежде, но он как будто был сделан не вами, а кем-то другим. А вот теперь судьба все меняет и возвращает вам подобную ситуацию. Может быть, того же человека, или, может быть, в лице того же человека, или какой-то истории. Вы это уже переживали. Но вот вам сейчас это нужно будет переиграть именно в ваш вариант, а не в чей-то чужой. Что или кто появится неожиданно. По девятке жезлов, смотрите. Нет, все-таки я не вижу, что вы тут с места прям в карьер готовы ринуться в омут или в объятия кого-то, да, тут в зависимости от того, чего касается ситуация. Нет, вы не готовы. Вас какая-то прежняя история очень хорошо научила. Может быть, и были какие-то иллюзии, или, знаете, как вера лучше, вера, ну, может быть, и в людей, в честность, порядочность. Но тут ведь, знаете, это... Такие благородные чувства, они у нас пересматриваются ровно тогда, когда мы первый раз столкнулись, да, с чем-то обратным. И две девятки нам как раз и говорят о том, что это не будет постоянно. Что-то будет совсем скоро меняться. Для кого-то из вас именно, если по работе вы будете или готовы рассматривать какую-то историю, потому что понимаете, что опять же в какой-то доле вероятности вам, согласившись на что-то, в
последующем это может помочь для того, чтобы решить какой-то финансовый вопрос. Вот конкретно нам человек практик. И поэтому первая карта сигнификация мага, вот я говорила, практик и материалист. Вот вы прошли какую-то сложную историю, в результате которой вы и становитесь, как обретаете силу. Но тут, скорее всего, сложная история была именно на взаимоотношениях, на уровне взаимоотношениях связана. И пусть это у кого-то было через любовь, а у кого-то это была работа, сотрудничество, партнерские отношения. Но вот тот человек, который был уже в вашей жизни и сыграл какую-то роль, приготовьтесь, правда, вот он и возвращается. Причем он пытаться будет это сделать, и какая-то история, мы ведь сказали, она как не придет к какому-то четкому знаменателю. Мы не говорим сейчас, завершится тут что-то или продолжится. Тут именно сначала нам говорят карты о продолжении. Причем, когда, может быть, оба будут делать выводы. Может быть, тут судьба потом включит еще какие-то факторы, которые в виде неожиданности и еще будут оказывать влияние и на вас, и на жизнь этого человека. Но, по крайней мере, вы как будто еще не прошли всю вот эту траекторию жизненную вместе. Поэтому приготовьтесь, что какая-то история вам вернется. Давайте император и императрица, хочешь или нет. Вот пока, наверное, не будут решены вот эти два вопроса, которые по недоверию или какому-то выбору, да, сложному. Пока тут что-то не прояснится, это будет присутствовать и продолжаться в вашей жизни. Давайте достанем карту совет. Ну вот как-то непросто все. Что вам посоветуют карты? Паш Пентаклей. Вы получите скоро какие-то вести. И посмотрите, ведь это всегда элемент новизны. Все-таки придется вам на что-то решиться, мои дорогие, потому как по 8 мечей тут нет решения, тут есть опаска, тут есть внутренний страх. И вот вы слышите какую-то новость, и, видимо, этот страх, это точно вам нужно будет, ну как, не то что побороть в себе, может быть, себя даже уговорить. Вести будут приходить очень добрые в ближайшее время, кстати, мои дорогие. Но вот я уже, наверное, 100 раз сказала за наш расклад, что вы не верите. И 8 мечей мы тоже не верим. Но для вас, может быть, сейчас складываются еще и рыцарь жезлов. Карта говорит о том, что будь готов к неожиданностям. Тебе, скорее всего, придется, может быть, куда-то поехать, отправиться. Или к тебе буквально какой-то гонец или человек спешит на ваш порог. Причем спешит он, скорее всего, он сам чего-то может бояться или сам в чем-то сомневаться. Тут и для вас какая-то новость приходит, но следом за ней идет еще что-то. И правда, что-то идет с такими добрыми эмоциями или с желанием, ну, вас уже эмоционально как будто... может быть, и отогреть, да, или как чем-то вас, как я говорила, зацепить. Но это может быть подано несколько, знаете, так, ну, неуклюже или не совсем, может быть, с вашей точки зрения это как-то удобоваримо. Ну, сколько людей, столько мнений, каждый действует своим каким-то методом. Тут какие-то метаморфозы, по сути дела, будут в вашей жизни. Ну, давайте еще карту совет. Ну, вот уже точно я ничего не тяну. С чего мы начали, мы тем самым и заканчиваем. Конечно, и я могу допустить, что и человек, да, как император, императрица, так и, собственно говоря, карты нам уже сказали о том, что есть карта мага. С нее у нас, в общем-то, все начиналось. И, может быть, и вам придется быть одновременно в таких разных энергиях. Но ведь это всегда нам говорит о том, что у вас сейчас что-то в жизни... вот как будто необходимо пройти вот этой дорогой судьбы. У вас что-то меняется. И пусть даже на какой-то процент. В чем-то мы для себя сделаем, ну, больше плюсов. Или получим каких-то бонусов, да. Будь готов, конечно, к неожиданностям, как и по рыцарю жезлов, так и по карте мага. Но вот какая-то игра жизни, она будет присутствовать. Приготовьтесь к этому. И вам придется чью-то, может быть, игру переделывать свою собственную. Не все так однозначно, мои дорогие. По крайней мере, мы спрашивали на ближайшее время, к чему приготовиться, если мы говорим, да. Карты четко показали, что какая-то прежняя история, даже если вы думали, она завершилась, нет, здесь будет еще не совсем простое взаимодействие, но более чем интересное.
Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.